А, это раскопки здесь ведутся. Ну что ж, не отходя далеко от Кемелзе. Милздари и Мазели, приветствую, с вами Сэр Холмс. Продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild. Нахожусь на полях Хелнима. В руинах деревеньки одной, в которой я делал квест вот буквально только что. Кстати, интересно, тут так рядом прямо одним стоят все эти домишки. Вот, но не о том. Я планировал теперь исследовать вот это вот что-то непонятное, интересное. И двинуться дальше, в сторону Хелнима. Так, это у нас... Ай, что ж ты так кусаешь? Да, эти мускусные мухи, они прокусывают прям любые доспехи, можно сказать. А я хотел качать... Прокачал легкую броню, короче. А мистицизм я хотел качать, вот что. Про ману восполнить. Восполнить ману и... Так, что дает у нас? Ничего хорошего. Может, третий пункт там что-то полезное, но... Шиширан. Охиширан. Так, давайте сразу. Это выглядит, кстати, жилым помещением, но посмотрим. Так, обнаружить... Существо. Так, вижу троих, но это действительно похоже на храм. М 79 футов, то есть ключ можно было бы увидеть в чуть меньшем диаметре. Тут, скорее всего, дружественные будут ребята. Ну, хотя крыса. Еще и больная крыса. Ну, на ком-то надо качать дробящее оружие. Так, что там по камням душ-то у меня? Перезарядить. Нечего перезаряжать. Давайте сначала наверх. О. Не, ну очень все живым выглядит, и правда. Тихо, тихо. Что это? Может, что-нибудь скастовать? Тихо, ты чё это дерешься-то? Так-то можно поговорить даже, смотрите. Меня зовут Гандела Дралор. Я одна из магов, населяющих эту башню. У нас тут свое сообщество, и живем мы, в общем-то, неплохо, говорит. Дом Тилванни. То есть ты еще из дома Тилванни. Очень интересно. Колдун. Может, попробовать с ними тут всеми задружиться, замириться? Если... Вот так вот сделать. Может, не будет нападать на меня?
Так, а я могу... Так, очарование, успокоение. А этот в бою, типа, смотрите. У меня, кстати, свитки же еще есть какие-то. Вот, успокоить. Касание. Devil Spin. Давайте вот его использую. Хотя, что у меня еще есть из заклинаний? Вроде бы это единственное заклинание успокоения из моего арсенала собственного. Знаете, так много всяких заклинаний, а толковых-то мало совсем из них. Ну и даже правильнее сказать тех, которые я часто использую, прям совсем мало. Так, успокоить существо. Это нам не подойдет, это у нас гуманоид. Ладно, надо свитки использовать, а то они ж так и будут у меня. Так, все, спокоен. Прошу прощения. Я не вижу тебя через этот шлем. Отойди, пожалуйста, да, и... Немного налево, и только тогда я смогу сказать. Рассказать о себе. Ну. Ничего себе, ну, в общем-то, от Тилвани можно было такого ожидать. Что они тут живут в башне, они просто агрессивные к любым. Так. А ты? Да тихо, 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 тихо. Ты чего? Не стукать. Тихо. Давайте попробуем подружиться все тут. О, даже торговать можно, смотри-ка. Да блин, давай, я ж... О. Так, все, хватит. А чё торговать? О, книги, ничего себе. Это, видимо, если вступить... в гильдию. Ой, в гильдию. В дом Тилвани они станут дружественными. Кинчурев тоже бы, кстати, зачитать это. Подготовка трупов. Части альтмирского руководства какого-то. Путеводитель посмотрит море. Зачем вам это? Ну, тут вроде есть какие-то даже, знаете... Поглощение заклинания. Кстати, тоже прикольный свиточек. Обнаружение зачарования. Кстати, вот неплохо было бы тоже иметь такое заклинание прямо в арсенале. Деморализация. Ну, это, наверное, не буду использовать. Да и это тоже. Так. Ладно, эти все свитки я оставлю. Так. Амали Перен. Не очень-то было хорошей идеей открывать здесь книжный магазин. По крайней мере, мне не придется расставаться с моими драгоценными книгами. Эти тилваньцы. Я тут, кстати, вот увидел тему Сиродил, вспомнил, что наткнулся на скриншот в Стиме красивый. Айлейтских руин. Прямо с айлейтским вот этим вот камнем. Не помню, велкинские камни, да, которые ману перезаряжают. И...
Это все было таким как будто заснеженным, сверкающим, очень красивый скриншот. И это оказалось, что из соответствующего мода на острове Стирк. И, в общем, мне захотелось еще и в это все поиграть. Вот, но всему свое время, как говорится. Я вот не знаю, оно разрабатывается или нет до сих пор. Вы как, в курсе кто-нибудь, может? Напишите, если да. И какие там новости, разработка ведется, не ведется, или заморожена, может. Вроде Флавий как-то скидывал, что что-то там делается. Я ж тут ищу на самом деле. Ашлендеров. Ну тут я вряд ли, конечно, их найду. Темы про ашлендеров есть, но они все ванильные, так сказать. Продавец книг. Покупаю, продаю книги. Также их читаю. Вот тут, кстати, действительно есть чего почитать. Что там у нее за тема была? С кем поговорить? Зачарователи, ашлендеры, шахтеры. Интересная тема. Слушайте, это как будто ванильная моровинская. Но редко. С кем поговорить? То есть вот она говорит, что кузнецы, бла-бла-бла. Там модельеры знают про одежду, зачарователи и все такое. Ашлендеры знают экологию, географию. Знать может рассказать о великих домах, священники, о культах. Это, в принципе, я все и так знаю. Уже... Зачарователи. Ну, эти колдуны знают о Эдра. Варвары знают о различных существах. Маги знают про мертвых. Нежить. Шахтеры про яичные шахты и Куама. Скауты в различных местах. Как до них дойти. Интересно. Наверное, сейчас со всеми будет активно такой. Ну, или может быть с учеными и кем-то вроде таких же продавцов книг. Мне интересно, сейчас они нападут на меня, когда действие заклинания закончится. Или то, что я с ними поднял отношения. Вот это вот вроде бы ни черта не ванильная книга. Что-то ложь имперского режима, бла-бла-бла. Путеводитель по империи. Ну, что-то про Ленор, да, там вон. Интересненько. Замечательно. Да ну вас к черту. Ну давай, нападай тоже на меня. Так, надо как-то с этим красивее разделаться. Чё ж вы такие черти агрессивные-то, а? О, этот тут разделался с одной. Давай, давай, второго тоже ты сможешь. Надоело мне с ними, в общем. Ладно, если бы они остались дружественными. Ну, камон, можно ведь было. Тут еще и рабы где-то у вас. Перчатки по фунту весят. Я же с ними тут уже поговорил по душам, там склонил к себе их расположение. Нет, надо нападать на меня все равно. Так, кстати, пойдем разберемся еще с одной тут. Вот так вот. Да, вот это вот там ребилдовские книжки. Может быть, даже что-то из этого переведем, да зачитаю. Посмотрим.
конечно, подсказали, что шкура нетча повышает интеллект. Укрепляет. Но вот что-то ни шкуры нетча, ни чего другого я не нахожу, чтобы имело такой же эффект. Да, кстати, надо перекусить. Где-то яйцо клама еще было. А, тут и заночевать можно теперь. Зачистил помещение. Так. Красиво разложено все. Настолько красиво, что даже трогать ничего не буду. Формуляр алхимика. Ну, это все, конечно, прекрасно, но не интересно мне. О, смотрите, что тут винище всякое. Дикие эльфы, дом забот, Парензия, провал империи, ликантропия, история создания орков, вампиры злива, это что такое? А, это гиды. А что, сама чиста? Подготовку трупов. В общем, тут тоже ожидаемо от... Ладно, оставь себе эти свитки. Ожидаем от Тилвани. Еще одна записка Тилвани. Я даже сюда положу, наверное. На всякий случай. О, еще один свиток успокоения пойдет. Вот это тоже хороший. А этот закрыт. Ну, ща мы его... А, тут печенька, отлично. Десерт нашел себе. Вау. Кстати, такие, наверное, зачаровывать даже есть смысл. Как-нибудь за кадром, может, подумаю. Чем можно зачаровать. Напомните, если забуду, кстати. Вот и кровать тут шикарная есть для меня. Но надо сначала проверить нижний уровень, прежде чем спать заваливаться. Сколько сейчас? 11 вечера. Вот идеально. Просто режим хоть в игре смогу соблюсти. А ты нападешь? Эх, даже крысы у вас агрессивные. Уставилась. На. Крыса, кстати, была довольно любезна и ничего не сожрала даже тут из запасов. О, коммуника давай. Так, тут у нас, наверное, рабы живут, да, только? Один причем. Имкомса. Greetings, Mutsera. Привет. Да, у меня есть ключ, давай. А, это был еще и... Ну да, окей, ладно. Все, готов. Так, ну ладно. Теперь можно и отдохнуть. А это что тут у вас? А, это...
Хорош. Отлично. Давненько не спал с шиком. Теперь позавтракать и в путь. Что тут еще из запасов у вас? Вот скатл. Ну ладно. Я, конечно, злоупотребляю скатлом, но... Очень уж удобная пища. Может, еще яйцо одно тут где есть? Ладно. Пойдет. Переживу как-нибудь. Журнал обновлен. Что произошло? Это у нас парочка в Мороге должна была вернуться к этому моменту из их путешествия. Надо будет зайти в Морог, значит, еще. Но сначала я поизучаю еще окрестности тут. Это загон для гуаров такой здесь. Мило, мило. Интересно. О, это что там такое? Похоже на двемерскую статую. Так, вот это вот не здорово. Ну ладно, я этого не видел. О, это уж двемерская архитектура, да, похоже? Двемерская колонка. Очень интересно тут устройство. Скажи о себе. Я Адойси Ротари, единственный фермер гуаров на полях Хилнима. Это странно, учитывая, какие они послушные и милые. Гуары я имею в виду, не фермеры. Чудесно. Что тут слышно у вас? Ничего интересного. Ну, такое скромное устройство. Лютня есть даже он. Так, ну по сути тут дорога-то кончается, но... Мне теперь интересно туда сходить еще. А ты нападаешь, да, на меня? Бестолковый же, ну. Я уже тут с пути сбился на самом деле. Что-то это как-то странно выглядит. Деревья растут немного криво. Короче, вообще вот не надо было ставить. Совсем все плохо. Кто свалил все эти деревья? Не надо было ставить моды на деревьях в составе Morrowind Graphics and Sound Overall.
Может быть, когда-нибудь я еще буду переустанавливать сборку. Тут тропинка есть, смотрите. Интересно, а эти ребята агрессивные? А, это раскопки здесь ведутся. Ну что ж, не отходя далеко от Кемелзе. Алкус Перила. Добро пожаловать, путешественник, в древние руины Амтуанц в центре хребта Баэти. Это очень старые протяженные развалины, Холмс. К сожалению, лучшая их часть потерялась века назад. И мы прокопали только до зала, который ну, открывает едва ли половину своего размера. Мы собираемся прокапывать дальше, но у нас не особо есть представление, с чего начать. И он может что-то рассказать про Баэтийский хребет еще. А его устрашающие склоны и глубокие долины протянулись с севера на юг, через сердце континентального восточного полуострова. А южная часть... В южной части находится озеро Баэти, большую часть его занимает, чьи окружающие города, поселения включают башни Тель-Матривры и Аль-Басары. На севере же хребет разделяется на несколько кряжей, которые проделывают свой путь через относительно ровные долины Малагрида. Этот регион по большей части каменистый и пустынный, но его отвесные скалы скрывают несколько пышных лесистых долин. Малагрид — это серия, точнее, ряд плодородных равнин, разделенных протяженными скалами, наверное, Баэтийского хребта. По большей части он плоский но там есть некоторые деревья. Этот регион содержит Тилванские башни, Телеуада и Латанис. Так же, как и большой имперский форт Firewatch. И множество меньших поселений и плантаций. Спасибо. Вот смотрите, какой шахтер. Просвещенный. Ну ладно, видимо, ты не шахтер, а... собственно... археолог? Сейчас мы и спросим это. Да, археолог. Не такая уж захватывающая работа, как ты можешь подумать. Здесь, в Амтуанде, мы только каталогизируем и... ну, все, что нам осталось, это каталогизирование и составление карт. Но никому не стоит бросать надежду. Это да.
На всякий случай проверяю, нет ли у него фразы «найти Эшлендера». Ну, нет. Ну, давайте по стандарту тогда. Сразу натыкаю все, пока даже не читаю. Кстати, Тилванские башни. Это уникальная, по-моему, реплика. Так, это все мы знаем. Эту часть лора Моровинда мы знаем. Я ученый, говорит, к тому же. Тилванские башни. В тилванских деревнях поселения по большей части занимают резиденции магов под названием башни Тилвани. Фантастические органические формы, выращенные и скульптурированные в форме... Ну, тут, наверное, правильнее сказать, выращены из ножек, шляпок и корнеподобных укреплений гигантских грибов местного происхождения. Башня часто окружена деревнями из меньших грибов, ножек, да, которые внутри пустые, и там всякие ремесленники и обыватели у них. Keep moving. И уникальный саундтрек заиграл. Свойственный землям Тилвани по большей части. Ну, давайте осмотримся. Еще там вдалеке руины. Это, наверное, Кемелзе, кстати. Ну-ка. Это же на запад. Да, это Кемелзе. Так, ферму я даже не помню, которая на карте отмечена. Как активно тут ведутся раскопки всякие, да, скажите-ка. Водоем. Так, ну я что-то как-то залез тут совсем бессовестно на башню. Тут, в общем-то, ничего интересного нет. Вернусь поэтому сюда. А вон еще две мирские руины. Как тут много их. В принципе, это... Насколько я могу судить по моим знаниям лора истории Двемеров, в частности, наиболее населенные Двемерами в прошлом места, то есть северо-восток Моровинда, Шелли. Я тут работаю на этих археологов. Если б не мы, шахтеры, этих раскопок вообще бы не могло быть тут происходить. Антуанс, ну да, он впечатляет. Я про то, что я и другие шахтеры сделали к этому моменту. Видишь всю эту работу по дереву вон там? Это, пожалуй, единственное, что... чем мы можем в этом не заниматься. Не могу винить археологов, хотя. Большая часть руин выглядит недоступной к этому моменту. И они все еще не задаются. Я шахтер, но не яичный шахтер, да-да-да. Я понял. Ну да, неплохо, неплохо. Хорошая работа.
И шахтеров похвалим, и разработчиков мода. А то я думал, что это в определенной степени они сами себя так хвалят. Смотрите, как мы тут красиво все вот это вот соорудили, мододелы мы классные такие. Вообще, как-то я пока тут немного путаюсь в вашей системе этой переходов. Так. Что куда ведет? Вот тут еще что-то торчит двемерское, да, у нас? Так, нет, я буду последовательным. Вот они тут откапывали трубы. А, неплохо. Так, потом я бы хотел вернуться сюда. Так, я надеюсь, этот стражник не будет слишком широким, мне мешать тут пройти. Вот, теперь можно спуститься сюда. Это нас приведет к этому дереву. Да что-то не знаю, как-то неудобно вы тут все это сделали. Но, тем не менее, без этого было бы сложнее. Баитийский хребет — это прекрасное место, чужеземец. Но придется путешествовать по бездорожью, чтобы по-настоящему это все увидеть. Понятно. Это мы все знаем. О, смотрите, кто тут у нас тут. Не-не-не-не, давай без этого, вот без героизма. Я разберусь сам. Ты тут стой, главное, не падай. Просто выполняй свою функцию. Дайте-ка я вас немного тут обезопашу от всяких вот таких вот. Так, давай-ка на одном уровне находиться. Малагрид — это регион зеленых равнин и покатых холмов, в которых проделала свой путь река Басуада. И тут есть у нас Баитийский хребет. Вот эти вот города, бла-бла-бла, они стоят на плодородной почве. А тут пасется Кагути. Как опасно тут у вас-то. Сколько всякой живности агрессивной. У меня есть куда этого Кагути? Ну, в принципе, да. Ах ты. Ну ничего, он мне, может, прокачает еще средние доспехи. Или даже легкие. Ну, Кагути довольно зверь опасный. Надо осторожней.
Так, а у меня есть чем просто восстановить здоровье из свитков там? Ну, зелий нет, а свитки. Есть вот такое. Ну, в принципе, restoration, давай. Нормальная тема. Просто довольно-таки кстати. А вот неплохой вид открывается тоже. Так, ладненько. То есть тут мы проходим... А, ничего себе, как Ути куда забрался. Пристрелю его лучше издалека, действительно. Так, у меня что? У меня амулет привлекательности надет. Хорошо. А, это что за зеленая дрянь? Это у вас вместо двемерских анимонкулей, да, тут подвезли? Угу. Вообще не пройти. Мне интересно, почему они выбрали именно эти руины в качестве места раскопок? Может быть, потому что другие не завалены, как эти. Логично. Вообще, я подозреваю, что двемерских руин подавляющее большинство все-таки не изучено вот подобным образом, как Кемелзе или вот эти раскопки, или еще где-то близ Илдрима вроде. Ну, вы помните, там мы спасали по квесту гильдии магов, нет, гильдии воров старого Эбенгарда, своего коллегу из этих развалин. Там ведутся раскопки, но не Keep повсюду. moving. Так, вот я все обошел, и осталось только здесь. А, ну тут есть вход, смотрите-ка. То есть изучить это действительно можно. А это что? Почему-то тут лежит. Ой, 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 ой. Интересно. Стой. Stay out of trouble and you'll have none from me. Баитийский хребет. К сожалению... Нет, 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 не так. Он окружает наши раскопки. К сожалению, я не знаю, откуда произошло это имя. Но я думаю, что оно имеет что-то общее с озером Бейти. Но откуда произошло это имя, это загадка. Ну, я думал, вот... Да, Эдра одноименный, нет? Археология. Археолог. Вот с тобой-то как-то поменьше можно поговорить. О чем? Какой? Смотрите. Ну, это тоже я все слышал уже. На всякий случай только лишь.
тоже ничего нового, по сути-то. You seek information, Arganian. Keep moving. Это как-то это странно выглядит все. Я хочу забрать эти штуки. Тихо. Флину можно сейчас бахнуть. Перекусить это. Довольно заморочено все. Исследовал, изучал, так что заслужил награды. Вот, ну что ж, можно тут сказать. Локация красивая. Но какой-то сюжетной ценности особо не представляет. Надо идти внутрь. Вот, ну что у нас внутри, уже посмотрим в следующем эпизоде. Пока что достаточно. Может быть, еще погуляю тут по окрестностям. Но вообще надо возвращаться на дорогу к Хелниму. Вот вечно как-то меня уносит в сторону. Но это и неплохо, я считаю. Вот, что ж, друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо за лайки, подписки, просто просмотры, комментарии и так далее. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Пока-пока.